Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать о самых лучших аккумуляторах, которыми я когда-либо пользовался. Это аккумулятор от компании SmallRig, и прелесть их заключается в том, что вы их можете заряжать по Type-C. И казалось бы, что тут необычного, ведь сейчас все заряжается от USB, да, то есть специализированные зарядки уже давно ушли в прошлое. Но другие производители аккумуляторов почему-то не спешат добавлять эту просто полезнейшую функцию в свои батареи. А SmallRig добавила. И вот видите, у меня здесь два аккумулятора LPE6, аккумуляторы, соответственно, для камер Canon, R5, R5C, камера R6 Mark II. И далее большие аккумуляторы, ну как большие, вот этот у нас большой, это NPF 970, а вот это у нас NPF 550 для запитывания таких устройств, как накамерные мониторы, светильники, рекордеры. Ну и, конечно же, с помощью специальных адаптеров вы можете и свои камеры запитывать от этих устройств. И если вы вдруг не понимаете, почему вам следует полностью перейти на использование вот этих батарей, я вам сейчас объясню. Смотрите, эта функция крайне востребована, когда вы постоянно снимаете на выезде, много снимаете на выезде. Например, у вас есть камера Canon или камера Sony. Но для ваших, опять же, мониторов, видеорекордеров и всего-всего остального, как правило, применяются аккумуляторы NPF. Конечно же, если вы работаете в стационарном сетапе, да, вам не нужна сверхмобильность, вы можете питать вашу камеру по USB Type-C. Но если вам нужен компактный сетап, то, конечно же, вы будете использовать встроенную батарею. Так вот, вам не нужно брать с собой дополнительный чарджер для вашей камеры. И точно так же вам не нужно брать с собой дополнительный чарджер для ваших аккумуляторов NPF. А в случае меня, обзорщика, когда у меня обязаны быть батареи вообще для всех камер, которые есть на рынке, то есть для Fuji, для Canon, для Sony, для Panasonic, иметь вот такое вот решение, то есть не использовать для каждого типа батареи свою зарядную станцию, это просто величайшее подспорье. И также, что немаловажно, вы никогда не можете забыть дома нужную вам зарядку. Потому что если вы собираетесь в дорогу, вы просто берете вот такой вот мультичарджер на 8 портов. У меня их дома 2 штуки, в машине еще лежит, от которого я заряжаю все свои смартфоны, заряжаю там свои петличные микрофоны. И также этим устройством я могу заряжать и аккумуляторы. Ну и второй просто огромнейший плюс – это то, что вы можете заряжать эти аккумы прямо на бегу. То есть вам достаточно положить пауэрбанк, и когда вы разрядили этот аккумулятор, вы просто кидаете его в рюкзак, подключаете к пауэрбанку, вы взяли уже другой аккум, а этот заряжается. То есть вы можете продолжать свою съемку непрерывно. И еще раз хочу сакцентировать ваше внимание на том, что если у вас, например, клетка, и вы запитываетесь от V-Mount, конечно, вы такими аккумуляторами в жизни пользоваться не будете. Но есть огромное количество сценариев. Это съемка, в том числе в путешествиях, съемка дикой природы. Это съемка в достаточно стесненных условиях, когда вам не с руки использовать всевозможные клетки, обвесы. Вот, например, такой обвес был у меня на Blackmagic, и будете вы снимать с обычными штатными аккумуляторами. Ну а теперь давайте я вам расскажу об этих штуках более подробно. Все, что вам нужно знать, эти аккумуляторы максимально совместимы с вашей съемочной техникой. То есть, если мы говорим об аккумуляторах LPE6, в данном случае, конечно же, у нас версия LPE6NH, то есть это самая последняя ревизия, вы видите, что у них отличная емкость. И при этом это SmallRig, то есть это не какой-то no-name бренд, который манипулирует этими цифрами. То есть если они заявляют такую емкость, эта емкость здесь действительно такая. При этом здесь стоит контроллер, который полностью совместим с камерами Canon. То есть они у вас их воспринимают как родные. У вас нет никаких уведомлений, что вы используете там какой-то неоригинальный аккумулятор. То есть вы пользуетесь ими как своими обычными оригинальными кэноновскими батареями. Естественно, по NPF-кам тут вообще вопросов никаких быть не может. Здесь вообще нет никаких микросхем, которые бы как-то вас ограничивали в использовании неоригинальных аккумуляторов. Ну а, соответственно, самым мощным аккумулятором в этой линейке является NPF 970, и у нее 76,3 ватт-часа емкости. То есть это действительно мощная батарея. При этом вы видите, что у нас есть 4-сегментный светодиодный индикатор. Что здесь прикольно?
именно? Во-первых, вы видите, что у нас есть два разъема. Это Type-C и обычный полноразмерный USB. Type-C у нас может работать как на отдачу, так и на зарядку самой батареи. При этом поддерживается Power Delivery до 20 Вт. То есть этот аккумулятор будет заряжаться по Type-C гораздо быстрее, чем аналогичный аккумулятор на обычной зарядке. Кстати, не помню, сказал я это или нет, вы эти аккумуляторы все можете заряжать точно так же и в обычных зарядных устройствах. Так что абсолютный мультифункционал. А второй полноразмерный USB-выход служит только на отдачу питания. То есть, по сути, у вас есть вот такой себе пауэрбанк. И я проверил, этот аккумулятор спокойно может работать сразу с 3 потребителями. То есть, этот аккум был установлен у меня на мониторе, то есть, у меня от него работал монитор. И при этом я подключил к нему 2 айфона, и эти 2 айфона заряжались. То есть вы можете с одного этого аккума раздавать питание сразу на 3 устройства. И вот это, конечно, топовая функция. Ребят, хочу вам напомнить, что я провожу индивидуальные консультации по видеосвязи, поэтому если у вас накопились какие-то вопросы касательно видеосъемки в целом, вот чего угодно, выбора оборудования, там, монтажа, чего угодно, ребят, любые вопросы по теме съемки видео на ваши смартфоны, на камеры, опять же, на что угодно, 3-й раз говорю, пожалуйста, в описании ссылочка, цены гуманные, так что можете пообщаться со мной лично. И также какой еще плюс вот таких вот батарей, которые оснащены встроенным контроллером зарядки, индивидуальным. Дело в том, что если вы используете вот такие зарядки, которые могут одновременно заряжать, к примеру, 3 аккумулятора, то часто при зарядке аккумулятора высокой емкости иногда бывают некоторые шероховатости. Например, у вас зарядка одного бренда, аккумуляторы у вас там разных брендов, у них немножечко разные там на десятые доли вольта отличаются напряжения, и у вас ваша зарядка может выдать ошибку, например, и остановить зарядку. И вы об этом узнаете только утром, когда посмотрите, у вас там горит красный индикатор. Здесь же таких проблем у вас не будет, потому что в каждой батарее стоит свой собственный контроллер заряда, который предназначен именно для зарядки этой батареи. То есть у этих аккумуляторов в принципе будет гораздо выше срок службы, потому что они заряжаются правильными токами и напряжениями. И это очень большой плюс. И знаете, почему я на днях решил спонтанно эти аккумы заказать? Когда я наводил порядок в своем чемодане, ну как, не наводил порядок, а все складывал в свой чемодан, то когда я взял в руку зарядку NPF, я подумал, ну вот она занимает достаточно много места. И пользоваться ими, особенно когда ты останавливаешься в отелях, ну совсем неудобно. Я зашел на сайт SmallRig и вижу, что такие аккумы есть. И сразу же, конечно, себе их заказал. Теперь я думаю, что закажу еще аккумуляторы такого же типа. Ну что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно. Всем пока, до новых встреч.